Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 90 ложных фактов, в которые до сих пор верят. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Люди не проглатывают в среднем 8 пауков в год во время сна. По иронии судьбы, эта фальшивая статистика приобрела популярность, когда мелькнула в статье Лизы Холст в 1993 году как пример того, что доверчивые люди верят во все, прочитанное в интернете. Эксперты по арахнидам в интервью Scientific American заявили, что такое утверждение бросает вызов биологии как пауков, так и человека. Пауки не залезают в кровать намеренно и не охотятся на людей, для них мы настолько огромны, что воспринимаемся просто как часть ландшафта. Вдобавок их пугают вибрации спящего человека, храп, дыхание, биение сердца. Что касается людей, даже если редкий храбрый паук действительно попадет на ваше лицо, вы непременно почувствуете его и проснетесь, или просто рефлекторно сбросите до того, как он заползет вам в рот. 2. Запретный плод – яблоко. В Библии сказано, что Адам и Ева были первыми людьми. Их домом был Эдемский сад, а в самом его центре росло дерево познания добра и зла. Священный текст гласит, что Адам и Ева отведали плод с этого дерева. Вплоть до наших дней, в устной традиции и живописи этот плод нам представляют яблоком. Но дело в том, что даже в Библии нет никакого упоминания о том, что же это был за плод. Большинство исследователей сходятся во мнении, что дело здесь в ошибке перевода. Латинские слова, обозначающие понятия «зло» и «яблоко», очень похожи. 3. Теорему Пифагора придумал Пифагор. Хотя правило о катетах и гипотенузах носит имя Пифагора, это не значит, что он первым его придумал и использовал. Например, пифагоровы тройки – комбинации из трех чисел, вписывающиеся в уравнение теоремы Пифагора, были обнаружены на древних месопотамских табличках. Вавилонские математики использовали их еще в 20-15 веках до нашей эры. То есть как минимум за 1000 лет до рождения греческого мыслителя. Есть теория, что Пифагор первым доказал эту теорему, поэтому она и названа его именем. Однако достоверно известно, что никто из современников знаменитого философа и математика не приписывал это достижение ему, а древнейшее письменное доказательство теоремы оставил Евклид. Он жил 2 веками позже. Впервые же с именем Пифагора доказательства связали Цицерон и Плутарх через 5 столетий после его смерти. Так и закрепилось за теоремой прямоугольных треугольников название Пифагоровой. 4. Архимед открыл закон плавучести, когда купался в ванной. По легенде, правитель Сиракуз Гиерон II подозревал, что в его новую корону ювелир добавил немного серебра, а оставшееся золото присвоил себе. Поэтому Гиерон попросил Архимеда определить, не схитрил ли мастер. В III веке до нашей эры люди еще не умели определять химический состав сплавов, и Архимед крепко задумался. Продолжая размышлять над проблемой, он решил принять ванну. Когда математик погрузился в воду, часть ее перелилась через край. В этот момент Архимед якобы вскочил с криком «Эврика» и побежал голым по улицам Сиракуз. Он понял, что корона с добавлением серебра имеет больший объем, чем слиток золота, выданный Гиероном ювелиру, а значит, будет вытеснять больше воды. Так якобы и появился закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная массе вытесненного им вещества. На самом деле ничего подобного, скорее всего, не было. Описанный метод определения плотности сплава на практике оказался бы очень неточным. Такой ученый, как Архимед, наверняка нашел бы более элегантное решение поставленной задачи. Например, использовал бы весы, погруженные в воду. Впервые историю с ванной поведал римский архитектор Витрувий, который жил 2 веками позже Архимеда. Ни сам математик, оставивший подробное описание законов плавучести и рычага, ни его современники ни о чем подобном не упоминали.
Так что, скорее всего, Витрувий просто пересказал выдуманную кем-то байку. 5. Галилео Галилей сбрасывал предметы с Пизанской башни. В перерывах между трибуналами Инквизиции Галилей занимался наукой. Например, опроверг утверждение Аристотеля о влиянии массы предмета на скорость его падения. Для этого итальянский ученый якобы сбросил с Пизанской башни 2 шара разного веса. Проблема в том, что астроном только приводил пример подобного опыта, но нигде не писал, что действительно провел его. В своем трактате о движении он описывал эксперимент лишь как гипотетический. Возможно, Галилей не стал подтверждать слова на практике, потому что такие опыты уже ставили его предшественники и коллеги. Например, падуанский математик Джузеппе Малетти. Историю о том, как Галилей забирался на Пизанскую башню и сбрасывал оттуда шары в присутствии студентов и профессоров, растиражировал его биограф и ученик Винченцо Вивиани. Никаких доказательств, что подобное произошло в действительности, историкам найти не удалось. 6. Исааку Ньютону на голову упало яблоко. Итак, великий физик якобы создал теорию всемирного тяготения. В действительности это очередная легенда. Биограф и современник Ньютона Уильям Стакли писал, что в беседе за чаем в тени яблони ученый поведал историю своего озарения. Звучала она так: как-то раз Ньютон также сидел под деревом, и рядом с ним упало яблоко. Говорил ли 83-летний физик правду или рассказал небылицу, неизвестно. Но в любом случае голова его никак не пострадала. 7. Чарльз Дарвин считал, что люди произошли от современных обезьян. Якобы таким образом британский биолог пробовал объяснить появление человека с точки зрения эволюции. На самом деле Дарвин действительно пытался найти некую связь между обезьянами и людьми. Однако основатель эволюционной теории никогда не утверждал, что шимпанзе и гориллы – это наши далекие предки. Основной посыл книги Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» был в том, что все живые существа, в том числе люди и обезьяны, имеют общего предка. Конечно, 150 лет назад это была лишь теория. Ученые той эпохи знали гораздо меньше о происхождении людей. В целом Дарвин был близок к точке зрения нынешних биологов. Она гласит, что у человека и современных обезьян был общий предок. Но примерно 6 миллионов лет назад эволюционные пути приматов разошлись. Так появились гоминиды, шимпанзе, гориллы, орангутаны и люди. И хоть они имеют общее происхождение, это разные роды. 8. Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за теорию относительности. Хотя большинство людей связывает имя Эйнштейна с теорией относительности, главную научную награду он получил за другие заслуги. Причина, как ни странно, была в революционности теории относительности, которую горячо отстаивал немецкий физик. Она грозила потеснить ньютоновскую механику, господствовавшую 200 лет. В начале 20 века мысль, что время и пространство не абсолютны и неравномерны, считалась маргинальной, но и игнорировать заслуги Эйнштейна, величайшего ученого своего времени, Нобелевский комитет тоже не мог. С 1910 по 1921 год физика номинировали на премию 9 раз. В итоге академики нашли компромисс и наградили Эйнштейна за заслуги в теоретической физике и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта. Последний был выбран не случайно, именно эта теория знаменитого физика была наименее противоречивой и лучше всего доказанной. О теории относительности же при награждении не было сказано ни слова. 9. Александра Македонского отравили. Великий завоеватель эпохи античности. Македонский царь Александр III умер в 323 году до нашей эры от болезни в походе, подчинив себе территории от Египта до Индии. Существует распространенное мнение о том, что его отравили. Одним из первых об этом написал римский историк Марк Юниан Юстин, утверждая, что Антипатр, полководец и близкий друг Македонского, дал ему чрезвычайно сильный яд, но на самом деле точные причины гибели Александра Великого до сих пор неизвестны.
Некоторые ученые считают, что его смерть связана с инфекционными или вирусными заболеваниями, например, малярией или лихорадкой Западного Нила. Другая версия гласит, что болезнь полководца была вызвана передозировкой белой чимерицей, использовавшейся греками для изгнания злых духов с помощью рвоты. Также исследователи напоминают, что в свои последние годы Македонский много пировал и выпивал, что тоже не могло не оказать влияния на его здоровье. Поэтому существует версия, что он умер от панкреатита. В любом случае, исследователи склонны относить смерть великого завоевателя к естественным причинам, а не к целенаправленному отравлению. 10. Цезарь был гением многозадачности. Человека, способного выполнять одновременно несколько дел, часто сравнивают с Цезарем. Но утверждать, что тот действительно был супермногозадачным, сложно. Этот миф о Гае Юлии Цезаре особенно популярен в России, на Западе он встречается намного реже. Так, в рассказах современников крайне мало сведений о многозадачности Цезаря. Светоний ничего не говорит об этом в биографии самого легендарного правителя. И только в жизнеописании сына Цезаря Августа он вскользь упоминает, что Гай Юлий во время гладиаторских боев отвечал на письма и донесения, и это вызывало неодобрение у современников. Плутарх пишет, что во время походов Цезарь верхом на коне диктовал письма 2 и более писцам одновременно. Также Плутарх утверждает, что Цезарь, возможно, одним из первых придумал обмениваться записками и письмами, если дела не позволяли провести личную встречу, такой античный аналог СМС. Однако все это не очень-то похоже на сверхспособность выполнять несколько дел разом. Больше всех о многозадачности Цезаря говорит Плиний-старший. Как я узнал, он имел обыкновение, когда писал или читал, одновременно диктовать и слушать. В самом деле, он сразу диктовал своим писцам 4 письма о важнейших делах, а если он больше ничем другим не был занят, то 7. Впрочем, того же Плиния часто критикуют за дилетантизм, легковерие и некритичность, так как он собрал в одном труде много разношерстной информации из непроверенных источников. Также в текст могли проникнуть ошибки при последующей переписке, оригинальная рукопись не сохранилась. Возможно, Цезарь просто хорошо умел переключаться между задачами или вовсе сам, или его последующие биографы создал для себя образ всемогущего правителя. Известно, что Наполеон, который во всем хотел догнать и превзойти римского политика, тоже мог диктовать до 7 писем одновременно. Он использовал что-то вроде техники чертогов разума, открывая и закрывая в уме ящики с делами. То есть Наполеон умел хорошо концентрироваться на одной задаче. Исследования доказывают, что такой подход наиболее эффективен. Вероятно, подобным умением можно также объяснить продуктивность и успехи Цезаря. В любом случае, все источники сходятся в том, что он обладал колоссальной энергией и работоспособностью, а также умело и быстро принимал решения. 11. Клеопатра была египтянкой. Со времен распада державы Александра Македонского Египтом правила эллинистическая, греческая династия Птолемеев. Клеопатра VII была ее представительницей. К тому моменту, середина I века до нашей эры, Птолемеи правили Египтом уже около 250 лет. И все это время династия старалась не смешиваться с местным населением. Братья женились на сестрах. Своим восшествием на престол Клеопатра обязана своему очарованию. Она была очень образованной, знала несколько языков. Не обладая невероятной красотой, умела пленять людей общительностью и обаянием. Неудивительно, что перед ее чарами не устояли Цезарь и Марк Антоний. Цезарь, помимо прочего, поддержал притязание молодой Клеопатры на египетский престол, разбив армию, верную ее брату Птолемею. Светоний пишет, что Цезарь любил Клеопатру больше жены и многочисленных любовниц. 12. Чингисхан миллионами казнил жителей взятых им городов. Миф о невероятной жестокости Чингисхана, ставшего великим ханом в 1206 году, встречается даже в реальных исторических источниках.
Персидский историк XIII века Джузджани в своем произведении «Табакат и Насири» пишет, что при взятии Герата Чингисхан казнил 2,4 миллиона его жителей. Также отзываются персидские историки о взятии монгольским правителем других городов Центральной, Средней Азии, например, Мерва. Однако, скорее всего, персы, враждебно относившиеся к язычникам-монголам, завысили эти числа. Американский антрополог Джек Уизерфорд считает, что общая численность населения среднеазиатских городов XIII века далеко не всегда составляла даже 1/10 приписываемых Чингисхану жертв. Он говорит, что почва в этом районе способна сохранять человеческие останки тысячелетиями, но никаких миллионов убитых найдено не было. Однако нельзя не признать, что монгольское завоевание привело к упадку ремесел и торговли, а следовательно, к экономическому простою в городах Средней Азии. Также войны Чингисхана свирепствовали и в других регионах, например, в Китае. 13. Фернан Магеллан стал первым человеком, совершившим кругосветное плавание. Великий португальский путешественник Фернан Магеллан был организатором и командующим первой известной кругосветной экспедиции. Она длилась почти 4 года, 1519-1522 годы, и из 5 судов, покинувших Испанию, назад вернулся только корабль «Виктория». Вот только Магеллана на нем не было, но давайте по порядку. На рубеже 15-16 веков Испания и Португалия активно исследовали морские пути. Особенно их интересовала дорога в Индию, товары из которой можно было очень дорого продавать в Европе. Фернан Магеллан предложил экспедицию, в целом повторяющую путешествие Колумба. Магеллан также считал, что наиболее короткий путь в Индию лежит не в обход африканского континента, а через Атлантический океан. Если следовать на запад, тогда многие образованные люди считали, что Земля намного меньше и большую ее часть составляет суша. Эту ошибку допустил и Магеллан, решив, что быстро сможет обогнуть Америку и достичь Индии. Так запасов путешественники взяли с расчетом только на 2 года. Магеллан не знал реальных размеров ни Америки, ни располагающегося за ней Тихого океана. И тем не менее экспедиция отправилась в путь. Магеллан не собирался огибать весь земной шар, он хотел доплыть до Индии и вернуться тем же путем. В пути Магеллана и его спутников ждало множество злоключений. Несколько раз в его флотилии случались мятежи. Уже у берегов Америки продовольствия стало не хватать. А во время долгого изнурительного плавания через Тихий океан к голоду добавилась цинга. После перехода через океан раб Магеллана Энрике узнал родную речь в говоре аборигенов одного из островов Филиппин. Энрике родился на Суматре, одном из крупнейших островов Индонезии, соседствующей с Филиппинами, и в качестве раба был увезен в Европу португальскими торговцами. Так что технически именно он стал первым человеком, обогнувшим земной шар. На Филиппинах Магеллан попытался распространять католическую религию среди островитян. Ввязавшись в их племенную борьбу, он был убит 27 апреля 1521 года. Завершать экспедицию пришлось Хуану Себастьяну Элькана, бывшему капитану торгового судна «Кормчему», а позднее командующему одним из кораблей флотилии Магеллана. Так что первыми европейцами, обогнувшими Землю, стали 17 человек на борту «Виктории» под предводительством Элькана. 14. Галилео Галилей сказал, и все-таки она вертится. Итальянский ученый рубежа XVI-XVII веков Галилео Галилей одним из первых использовал телескоп, чтобы доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Это привело его к столкновению с католической церковью, и перед лицом инквизиции Галилей был вынужден отречься от своих взглядов. Но непокорный астроном, покидая скамью подсудимых, произнес: «И все-таки она вертится, так думают многие».
Но в реальности этому факту нет никаких доказательств. Ни один источник времен суда над Галилеем по поводу его еретического труда «Диалог о двух главнейших системах мира» не упоминает, абы все-таки она вертится. Впервые это высказывание встречается только 124 года спустя после процесса в хрестоматии «Итальянская библиотека» Джузеппе Баретти. Также надпись «И все-таки она вертится» была обнаружена на обратной стороне портрета Галилея, выполненного через 1-3 года после его смерти. Есть версия, что картина принадлежала генералу Оттавио Пикколамини. Возможно, именно он является автором афоризма. 15. Кардинал Ришелье был чудовищным злодеем и правил Францией вместо короля. Кардинал католической церкви, аристократ и первый министр Франции 1624-1642 годы Арман Жан Дюплесси, герцог де Ришелье, многим известен по своему демоническому образу в романе Александра Дюма «Три мушкетера». В книге и снятых по ее мотивам фильмах высокопоставленный церковник предстает интриганом, правящим Францией вместо слабого и апатичного короля. Но на самом деле все было не так. Современные исторические исследования рисуют совсем другой портрет кардинала, неуверенного в своем положении и боящегося потерять расположение короля Людовика XIII. Реальный правитель Франции вовсе не был мямлей. Его отцу трон достался ценой немалых усилий, и Людовик решительно распространял свою власть на неподконтрольные территории. Тогда продолжались религиозные войны, противостояние католиков и гугенотов. Хотя король Франции страдал от заикания, был слаб здоровьем и чаще всего пребывал в плохом настроении. Никак нельзя назвать короля тенью своего первого министра. При этом Ришелье действительно был искусным интриганом. Он противостоял противникам хитростью и раздавал высокие должности членам своей семьи. У него, совсем как в фильмах, была личная гвардия, полученная в обход закона о том, что обладать ей мог только монарх. Впрочем, нужно сказать, что король сам назначил Ришелье 100 конных гвардейцев для охраны после раскрытия заговора с целью убийства церковного владыки. Потом к ним добавили еще 200 пеших мушкетеров. Впоследствии войско кардинала только росло с одобрения короля. Так что столкнуться гвардейцы короля и первосвященника могли только в кино и книгах. Или, в крайнем случае, на незаконной дуэли. Но даже обладая расположением короля, кардинал был вынужден лавировать между сильными группировками при королевском дворе. И надо отдать ему должное, ведь альтернативой интригам в то время было только прямое насилие. Кровавая слава же закрепилась за Ришелье из-за казни ряда вельмож. Кто-то поплатился за участие в заговорах, а кто-то за убийство оппонента на дуэли. Так Виктор Гюго, описывая казнь мятежного дворянина Анри де Сен-Мара, упоминает, как его возлюбленная просит кардинала о помиловании, но Ришелье отвечает, что пощады не будет. На самом деле такое решение мог принять только король. Кардинал же, судя по всему, предпочитал отправлять противников в изгнание или в заточение в Бастилии. 16. Петр I привез картошку в Россию и заставлял крестьян ее выращивать. Петр I действительно любил все диковинное и необычное и с удовольствием заказывал редкости из-за границы. Например, одним из привезенных государем из-за рубежа лакомств было маринованная манго. И считается, что именно Петр отправил первый мешок картошки из Голландии в Россию, но особого распространения картофель в России в те времена не получил. Крестьяне испытывали недоверие к заокеанскому продукту, и никто толком не знал, как правильно его растить и использовать. Причем так было не только в России, картошка долго не приживалась и во Франции. Врачи считали ее ядовитой, парламент в 1630 году и вовсе запретил выращивать, а королева Мария Антуанетта использовала цветы картофеля как украшение для волос. Настоящее распространение картофеля в России связано с правлением Екатерины II и началось в 1760-1770-х годах, то есть через 40-50 лет после смерти первого российского императора. В
В 1765 году вышло наставление Сената о разведении земляных яблоков, а затем появились первые научные статьи о картофеле. Считалось, что популяризация этой культуры может помочь в борьбе с голодом во время неурожая зерновых. К началу XIX века картофель уже широко распространился по стране, а к концу столетия российские крестьяне старались занять им все свободные земли. Так картошка стала продуктом, практически равноценным хлебу. 17. Екатерина II была невероятно любвеобильной женщиной. Екатерина II не была первой женщиной на престоле ни в мире, ни в России. Однако ее образ не только вызывал восхищение, но и порождал огромное число слухов и мифов. Одним из них стало представление о любвеобильности императрицы, доходящее до совсем неправдоподобных баек, будто она умерла во время занятия любовью. Достоверно известно, что Екатерина II умерла от инсульта апоплексического удара в возрасте 67 лет в своей уборной, комнате, в которой императрица одевалась. Уже одного этого достаточно, чтобы в корне опровергнуть другие версии. Впрочем, фаворитов, с которыми императрицу связывали любовные отношения, действительно было немало. На протяжении 43 лет правления Екатерины их было от 12 до 15, а то и больше. Сведения о некоторых недостоверны. Известно также о двух ее внебрачных детях, дочери, умершей в младенчестве, и сыне Александре Бобринском. Но стоит сказать, что с первыми двумя своими любовниками, Салтыковым и Понятовским, Екатерина была вынуждена расстаться против воли. А, например, ее роман с Григорием Орловым длился более 10 лет. При этом она всегда сама принимала политические решения, и в корне неверно говорить, что правили за императрицу ее фавориты. К тому же в нормах морали XVIII века наличие у императрицы фаворитов не считалось чем-то недопустимым. Они были и у предшественниц Екатерины II, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 18. Ленин был агентом немецкого генштаба. В июне 1917 года Владимиру Ленину и ряду других деятелей РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии и большевиков предъявили обвинения в шпионаже и диверсионной деятельности в пользу германского генштаба. Это произошло, когда Россия все еще воевала с Германией в Первой мировой войне. Действительно, многие из большевиков вернулись в Россию из эмиграции совсем недавно. Ленин в апреле 1917 года, проезжая через немецкую территорию, в качестве доказательств контрразведка предъявила показания прапорщика Дмитрия Ермоленко, вернувшегося из немецкого плена. Он рассказал, что в германском генштабе слышал фамилию Ленина как действующего немецкого агента. Однако анализ документов показывает, что реальных доказательств в деле большевиков не было, а само оно – фальсификация. Во-первых, было бы нелепо выдавать Ермоленко, который сразу после возвращения попал в руки российской контрразведки, имя такого ценного агента, как Ленин. На это указывали еще сами большевики. Во-вторых, так называемый «немецкий след» не подтверждается никакими другими источниками. Так историк Семен Ляндрис проанализировал перехваченные российской контрразведкой телеграммы РСДРП, Он пришел к выводу, что никаких указаний на, так сказать, немецкое золото в них нет. Например, там, где пишется о продаже карандашей, действительно имеются в виду карандаши, бывшие тогда в дефиците в России. В-третьих, даже та финансовая помощь, которая приходила российским революционерам из Германии, по сути была символической. И не факт, что она адресовалась большевикам. Так, изучение документов МИДа Германии показало, что из 382 миллионов марок, истраченных германским генштабом на агитацию и пропаганду, на российское направление ушло немногим более 10%. Другой вывод этого исследования состоял в том, что большая часть денег была получена большевиками после Октябрьской революции.
Но даже это не имеет под собой достаточных доказательств. То, что Октябрьская революция была разыграна за немецкие марки, пытались доказать и с помощью поддельных документов. Так, в 1918 году журналист из США Эдгар Сиссон купил в Петрограде огромное количество документов о немецко-большевистском заговоре. Американский дипломат Джордж Кеннон и российский историк Виталий Старцев доказали, что, так сказать, владелец документов, писатель Фердинанд Оссендовский, их и сочинил. 19. 300 спартанцев остановили Ксеркса. Эпическая битва в ущелье Фермопилы стала широко известна благодаря фильму Зака Снайдера «300 спартанцев». Название не случайно. Столько храбрых спартанцев сражались против войска персидского царя Ксеркса, в котором насчитывалось приблизительно 100 тысяч бойцов. Спартанские атлеты с обнаженными кубиками пресса погибли, но своим подвигом сплотили Грецию перед натиском жестокого тирана. В реальности 300 спартанцев, в числе которых был сам царь Леонид, и правда сражались с персами. Но те, кто рассказывает об их подвигах, обычно забывают, что им помогало как минимум 4, а то и 6 тысяч союзников, жителей Феспии и Фив. Так что бились герои не в одиночку. 20. Спартанцы сбрасывали детей. Еще кое-что о брутальных жителях Спарты. Якобы они были настолько суровы, что скидывали недостаточно сильных и крепких младенцев. По крайней мере, так писал Плутарх. Но археологических подтверждений тому, что спартанцы целенаправленно убивали детей, нет. Никаких гор детских скелетиков под скалами Лаконии не обнаруживали. В Спарте действительно существовало сословие гипомионов, слишком бедных или слишком слабых граждан. И их, естественно, не особо уважали, но со скалы не скидывали. 21. Нерон сжег Рим. Нет, он не сжигал Рим и не декламировал поэму о гибели Трои под аккомпанемент лиры, наблюдая за пожаром. По свидетельству историка Публия Корнелия Тацита, заставшего пожар еще ребенком, Нерон прилагал все усилия, чтобы остановить пламя. Он организовывал команды огнеборцев за свой счет, снабжал погорельцев продовольствием и предоставлял людям, потерявшим дома, кров в своих дворцах. Наконец, Нерон разработал новый план городского строительства, с которым пожары больше не представляли такой опасности, и отстроил Рим заново. 22. Ковбои носили ковбойские шляпы. Лихой парень в ковбойской шляпе, в сапогах со шпорами, с хлыстом и револьвером – символ Дикого Запада. Этот образ знаком всем, кто хоть раз смотрел американские вестерны. Вот только шляп с загнутыми полями жители Дикого Запада не носили. Этот головной убор придумал Джон Стэтсон в 1865 году. И хотя со временем он стал очень популярен, все же настоящие выходцы из Дикого Запада чаще всего надевали котелки, теплые бобровые шапки, плоские шерстяные кепки, мексиканские сомбреро или кепи. А стрелок и разведчик Дикий Билл Хикок же на своем знаменитом фото и вовсе нацепил дамскую плоскую шляпу. И попробовали бы вы высмеять его за такой выбор. 23. Марс красный. Марс все называют красной планетой. Действительно, если взглянуть на фотографии, сделанные с далекого расстояния, можно наглядно убедиться в этом. Но вот если вы откроете фото поверхности Марса, сделанные роверами Curiosity, Opportunity и Sojourner, то увидите желтовато-оранжевую пустыню лишь с легким налетом красного. Так какого цвета Марс? Может, все фото с роверов подделка? На самом деле говорить, что Марс красный, не совсем верно. Этот цвет имеет ржавая, богатая окисленным железом пыль и взвешенные частицы в атмосфере планеты. Именно они заставляют Марс выглядеть багряным с орбиты. Но если смотреть на грунт планеты не сквозь толщу атмосферы, а стоя прямо на поверхности, будет виден такой вот желтоватый пейзаж. Кроме того, в зависимости от окрестных минералов, территории на Марсе могут быть золотистыми, желтовато-коричневыми, коричневыми или даже зеленоватыми. Так что у красной планеты много цветов. 24.
Земля обладает уникальными ресурсами. Во многих фантастических фильмах и романах инопланетяне нападают на Землю и пытаются ее захватить, потому что она содержит ценные вещества, которых не найти на других планетах. Часто говорится, что целью захватчиков является вода. Ведь якобы только на Земле есть жидкая вода, которая, как известно, источник жизни, но на самом деле инопланетяне, прилетевшие на Землю, чтобы отнять у людей воду, это все равно, что эскимосы, вторгнувшиеся в Норвегию ради захвата тамошнего льда. Когда-то вода действительно считалась редким ресурсом во Вселенной, но теперь астрономы точно знают, что ее в космосе предостаточно. Как в жидком, так и в замороженном виде она есть на многих планетах и спутниках, на Луне, Марсе, Титане, Энцеладе, Церере, огромном количестве комет и астероидов. Плутон и вовсе состоит из водяного льда на 30%. А за пределами Солнечной системы воду часто находят в форме льда или газа вокруг звезд и в звездных туманностях. Других ресурсов, например, минералов, металлов и газов, которые могут служить строительными материалами и топливом, в космосе тоже куда больше, чем на Земле. Там даже встречаются планеты-алмазы и облака готового метилового спирта. Так что если бы инопланетяне прилетели на Землю, добыча воды и минералов интересовала бы их в последнюю очередь. Цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, имеет доступ к невообразимому количеству бесхозных ресурсов, которые можно добывать, не отвлекаясь на сопротивление землян. Кстати, не факт, что инопланетным формам жизни вообще нужно пить воду. 25. Луна расположена довольно близко к Земле. Выгляните в окно в следующее полнолуние и рассмотрите наш спутник повнимательнее. Луна иногда кажется такой близкой, правда? Неудивительно, что иногда в научно-популярных книжках ее рисуют находящейся совсем рядом с Землей и даже не оставляют пометку вроде «масштаб расстояний не соблюден», но на самом деле Луна далеко. Очень далеко. Нас разделяет 384 400 километров. Если бы вы решили попасть на Луну на Boeing 747, то, двигаясь на полной скорости, летели бы к ней 17 дней. Астронавты Аполло-11 делали это чуть быстрее и добирались туда за 4 дня. Но все равно расстояние поражает воображение. Только взгляните на это фото, сделанное японским зондом Hayabusa-2. Так что показывать полную Луну, занимающей половину неба, как это любят голливудские киноделы, неправильно. В действительности, если бы наш спутник оказался так близко к Земле, то упал бы на нее, спровоцировав чудовищную катастрофу и уничтожив все живое на планете. 26. Если бы существовал достаточно большой океан, Сатурн плавал бы в нем. Этот миф встречается в огромном количестве научно-популярных статей. Он звучит примерно так. Сатурн – газовый гигант, его масса в 95 раз больше Земли, а диаметр примерно в 9 раз больше ее диаметра. Но при этом средняя плотность Сатурна, состоящего из водорода, гелия и аммиака, примерно 0,69 грамма на кубический сантиметр, что меньше плотности воды. А значит, если бы существовал какой-нибудь невообразимо огромный океан, Сатурн плавал бы на его поверхности как мячик. Представили себе картину? Так вот, это несусветная глупость. Возможно, кто-то и мог бы поплавать в Сатурне доли секунды, пока его не раздавит чудовищным давлением и не сожжет адскими температурами, но сам Сатурн делать этого не может. На это есть две причины, их назвал Ред Аллен, физик из Университета Юго-Восточной Луизианы. Во-первых, Сатурн не мячик для пинг-понга, а газовый гигант, у него нет твердой поверхности. Он не сможет удерживать форму, даже если его поместить в воду. Во-вторых, невозможно создать настолько большой океан, чтобы разместить там Сатурн. Если объединить такую массу воды, а также массу самого Сатурна, то неминуемо начнется ядерный синтез. И Сатурн вместе с космическим океаном станет звездой. Так что если не хотите, чтобы у Солнца появился маленький брат-близнец, оставьте Сатурн в покое. 27. Кольца есть только у Сатурна. Кстати, еще кое-что об этом газовом гиганте.
Во всех книжках Сатурн очень легко узнать по его кольцам, это своего рода визитная карточка планеты. Впервые их обнаружил Галилео Галилей в 1610 году. Состоят кольца из миллиардов твердых каменных частиц, от песчинок до кусков размером с хорошую такую гору. Из-за того, что Сатурн всегда изображают с кольцами, а другие газовые гиганты нет, у многих людей складывается мнение, что он уникален. Но это не так. У других планет-гигантов, Юпитера, Урана и Нептуна, тоже имеются кольцевые системы, но просто не такие впечатляющие. Более того, кольца есть даже у таких маленьких объектов, как астероид Харикла. Видимо, раньше у него был спутник, который был разорван на части приливными силами и в результате превратился в кольцо. 28. Юпитер можно сделать звездой, если взорвать в нем атомную бомбу. Когда космический зонд Галилео, 8 лет изучавший Юпитер, стал выходить из строя, НАСА намеренно направила его в Юпитер, чтобы он сгорел в верхних слоях атмосферы гиганта. Некоторые читатели новостных порталов в интернете тогда подняли тревогу. Галилео нес на себе плутониевый радиоизотопный термоэлектрический генератор, а эта штука могла потенциально спровоцировать ядерную реакцию в недрах Юпитера. Планета состоит из водорода, и ядерный взрыв воспламенил бы его, обратив Юпитер во второе Солнце. Ведь не зря же его называют «неудавшейся звездой». Подобная идея присутствовала в романе Артура Кларка 2061 «Одиссея 3». Там инопланетная цивилизация превратила Юпитер в новую звезду под названием Люцифер, но, естественно, никакой катастрофы не случилось. Юпитер не стал ни звездой, ни водородной бомбой и не станет ими, даже если скинуть на него миллионы зондов. Причина в том, что ему не хватает массы для запуска ядерного синтеза. Чтобы обратить Юпитер в звезду, вам понадобится скинуть на него ни много ни мало еще 79 таких же Юпитеров. Кроме того, считать, что плутониевый ретек на Галилео – это что-то вроде атомной бомбы, неверно. Он не может взорваться. В худшем случае ретек разрушится и загрязнит все вокруг кусками радиоактивного плутония. На Земле это будет неприятно, но не смертельно. На Юпитере же все время творится такой ад, что даже настоящая атомная бомба не особенно скажется на обстановочке. И да, даже если превратить Юпитер в звезду типа коричневого карлика, это не сильно изменит жизнь на Земле. По словам Роберта Фроста, астрофизика из НАСА, маленькие звезды, например, огни TR-122b, Gliese-623b и Эбдоредус-C, превышают Юпитер массой примерно в 100 раз, и если мы заменим его одним таким карликом, то получим в небе красноватую точку размером на 20% больше, чем тот имеет сейчас. Земля начнет получать примерно на 0,02% больше тепловой энергии, чем получает сейчас, когда у нас только одно Солнце. Это даже не скажется на климате. Единственное, что может измениться с превращением Юпитера в звезду, говорит Фрост, это поведение насекомых, использующих лунный свет для навигации. Новая звезда будет светить примерно в 80 раз ярче, чем полная Луна. 29. Сажать ступени SpaceX с помощью парашютов было бы дешевле. Космическая компания SpaceX Илона Маска знаменита тем, что регулярно запускает многоразовые ракеты Falcon 9. После отработки первая ступень носителя разворачивается в воздухе двигателями вперед и пускается в контролируемое падение. Затем, включив тягу, ракета аккуратно садится на плавучую баржу SpaceX в океане или на подготовленную посадочную площадку на Земле. Ее можно будет заправить и отправить в полет снова, что дешевле, чем каждый раз строить новую. В комментариях под видео с запусками SpaceX можно часто встретить мнение, что таскать с собой топливо для посадки ракеты и выдвигающиеся опоры зря расходовать грузоподъемность, и что гораздо выгоднее было бы приделать к первой ступени парашют. В пример приводят устройства, используемые для десантирования боевых машин, но на самом деле сажать ступени Falcon 9 на парашютах не получилось бы.
Тому есть несколько причин. Во-первых, первая ступень Falcon 9 довольно хрупкая, так как сделана из алюминиево-литиевого сплава. Она гораздо менее компактная и прочная, чем десантируемые боевые машины. Парашютное приземление для нее слишком жесткое. Боковые ускорители шаттлов, спускавшиеся на парашютах, изготовлялись из стали и были куда прочнее Falcon 9. И то не всегда переживали столкновения с океаном на скорости 23 метра в секунду. Вторая причина – посадка на парашютах не особо точная, и SpaceX банально промахивалась бы ступенями мимо своих посадочных барж. А упасть в воду для Falcon 9 значит получить серьезные повреждения. И, наконец, в-третьих, те, кто считает, что авиадесантные парашюты очень легкие и не повредят грузоподъемности Falcon 9, просто никогда их не видели. Некоторые многокупольные системы могут весить до 5,5 тонн, учитывая, что полезная нагрузка у них 21,5 тонна. В общем, пока не изобрели антигравитацию, реактивная посадка ракеты – лучший способ ее сохранить. 30. Столкновение Земли с астероидами – катастрофическое, но редкое явление. Многие люди напрягаются, читая в новостях заголовки вроде «Новый, ранее незамеченный астероид приближается к Земле». В самом деле, все помнят не такое уж и давнее падение Челябинского метеорита, наделавшее столько шума. Мощность взрыва, спровоцированного им, НАСА оценила в 300-500 килотонн. А это примерно в 20 раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. А ведь в истории бывали столкновения с астероидами и посолиднее, например, с Чикшулубом 66,5 миллионов лет назад. Энергия удара составила 100 тератонн, что в 2 миллиона раз больше атомной бомбы Кузькина мать. В результате образовался нехилый кратер и вымерло немало динозавров и прочей живности. После таких ужасов невольно начинаешь считать, что падение астероида – это непременно катастрофа страшнее любого атомного взрыва. По крайней мере, можно поблагодарить небо за то, что оно присылает подобные, так сказать, подарочки не так уж и часто. Или нет, в действительности столкновение Земли с астероидами – явление чрезвычайно обыденное. Каждый день на нашу планету падает в среднем 100 тонн космических частиц. Правда, большинство этих кусков размером с песчинку, но бывают и болиды диаметром от 1 до 20 метров. По большей части они сгорают в атмосфере. Каждый год Земля становится немного тяжелее, поскольку с неба на нее валится от 37 до 78 тысяч тонн космического мусора. Но нашей планете от этого ни холодно, ни жарко. 31. В сутки Луна совершает 1 оборот вокруг Земли. Этот миф из разряда совсем уж детских, но, как ни странно, даже некоторые взрослые могут искренне верить в него. Луна – ночное светило, его видно ночью, но не видно днем. Следовательно, в это время Луна находится над другим полушарием. А значит, Луна совершает 1 оборот вокруг Земли в сутки. Логично, правда? На самом деле период обращения Луны вокруг Земли составляет примерно 27 суток. Это так называемый сидерический месяц. И считать, что днем Луну не видно, несколько наивно, потому что ее видно и очень часто, хотя это зависит от ее фазы. В первой четверти Луну можно рассмотреть после полудня в восточной части неба. В последней четверти Луна видна до полудня на западной стороне. 32. Черные дыры засасывают все вокруг. В массовой культуре черная дыра часто изображается как эдакий космический пылесос. Она медленно, но верно притягивает к себе все окрестные объекты и рано или поздно поглощает их, и звезды, и планеты, и прочие космические тела. Из-за этого черные дыры кажутся далекой, но неотвратимой угрозой. Но на самом деле, с точки зрения орбитальной механики, черная дыра не особо отличается от звезды или планеты. Вокруг нее точно так же можно вращаться на стабильной орбите. И если вы не будете приближаться к ней, то ничего особо плохого с вами не произойдет. Опасаться, что вас со стабильной орбиты затянет черная дыра, все равно, что переживать, что Землю засосет и проглотит Солнце.
Кстати, если его заменить на черную дыру аналогичной массы, мы погибнем от холода, а не от падения за горизонт событий. Хотя да, однажды Солнце и правда поглотит Землю через 5 миллиардов лет, когда превратится в красного гиганта. 33. Невесомость – это отсутствие гравитации. Видя, как астронавты летают на борту МКС в состоянии невесомости, многие люди начинают полагать, что это возможно благодаря отсутствию в космосе гравитации. Будто бы сила притяжения действует только на поверхностях планет, но не в космосе. Но если бы это было правдой, как бы все небесные тела двигались по своим орбитам? Невесомость же возникает благодаря вращению МКС по круговой орбите со скоростью 7,9 км в секунду. Космонавты как будто постоянно падают вперед. Но это не значит, что силы притяжения выключаются. На высоте 350 км, где летает МКС, ускорение свободного падения равно 8,8 метра в секунду в квадрате, что лишь на 10% меньше, чем на поверхности Земли. Так что с гравитацией там все в порядке. 34. Человеческое тело полностью обновляется каждые 7 лет. Клетки в нашем теле постоянно обновляются. На то, чтобы все они заменились на новые, уходит примерно 7 лет. Но если вы все эти годы не виделись с другом и, наконец, встретились, возникает вопрос, а тот ли это человек, если в нем нет ни одной частицы от знакомого вам в прошлом? Эдакий парадокс Тесея, что на самом деле. В 2005 году исследователь с кафедры клеточной микробиологии из Каролинского института Джонас Фрисон опубликовал работу, посвященную продолжительности жизни отдельных человеческих клеток. Он обнаружил, что в среднем она составляет 7-10 лет. Журналисты из The New York Times и других изданий, увидев эти цифры, пришли к выводу, что каждые 7 лет меняются все клетки человеческого тела. Отсюда и пошла эта байка. Но если бы они внимательнее почитали работу Джонаса Фрисона, то узнали бы некоторые подробности. Ученый установил, что разные клетки меняются по-разному. Например, клетки кишечника живут в среднем 10,7 года. Эпителий обновляется каждые 5 дней, а скелетные мышцы – раз в 15,1 года. Клетки в сером веществе мозга окончательно формируются к 2 годам и потом остаются с нами на всю жизнь. При этом клетки затылочной коры продолжают обновляться. Клетки, составляющие хрусталики глаз, тоже неизменны, поэтому нельзя утверждать, что все клетки тела меняются со временем. Некоторые из них служат нам на протяжении всей жизни, другие заменяются, но с очень разной периодичностью. Так что ни о каком полном обновлении речи не идет. 35. Собачья слюна чище человеческой. Собаки куда умнее, добрее и преданнее людей. А их слюна вообще стерильна. Если пушистый питомец лижет вас, можно не умываться. Кроме того, укусы людей опаснее, чем укусы собак. Ведь человеческая слюна переносит куда больше микробов и провоцирует заражение, что на самом деле. Слюна людей не больше способствует инфицированию раны, чем слюна других млекопитающих. Риск заражения составляет примерно 10%. Но при этом укусы животных опаснее, потому что они не особенно следят за гигиеной полости рта. Известны случаи, когда люди, чьи раны облизывали собаки, получали серьезные осложнения. Позволяя слюне животного попасть на пораженный участок кожи, вы рискуете подцепить менингит, заразиться сальмонеллами, пастереллами, кампилобактериями и лептоспирами, а также заполучить паразитов. Так что мойте руки и умывайтесь после общения со своей собакой. Не пренебрегайте ветеринарным осмотром и не лезьте с нежностями к чужим питомцам. 36. Телегония существует. Известно, что женщины сохраняют в себе ДНК всех своих партнеров, даже если связь произошла очень давно. Таким образом, вполне может получиться, что у светлокожих блондинов, европейцев родится темнокожий малыш, генетическая память, все дела. Такое явление называется телегония, и его существование доказал еще Чарльз Дарвин.
Точнее, не он сам. Ученый только сослался на эксперимент скрещивания кобылы и зебры лорда Мортона. Но все равно, Дарвин ерунды не скажет, что на самом деле. Телегонии не существует. Серия экспериментов Джеймса Юарта опровергает опыты Мортона. Последующие исследования также не нашли подтверждений существования такого явления. Стоит сказать, что у некоторых животных сперматозоиды живут гораздо дольше, чем у людей. Например, рыбы-гуппи могут несколько раз давать потомство от одного и того же самца, потому что подолгу хранят его половые клетки в организме. Но человеческие сперматозоиды жизнеспособны примерно 5 дней, не больше. 37. Сила Кориолиса влияет на воду в туалете. Вода, смываемая в ванной или в туалете в южном полушарии, вращается по часовой стрелке, а в северном – против. Это следствие воздействия на нее силы Кориолиса, грубо говоря, это инерция от вращения Земли. Зная это, опытные моряки могут даже определить момент, когда они пересекли экватор по сливу в туалете, что на самом деле. Такая штука, как сила Кориолиса, действительно существует. Она влияет на крупные явления вроде движения воздушных масс, ураганов и океанических течений, на формирование русла рек, а также на мелочи вроде баллистики, снайперских пуль на больших расстояниях или орудийных снарядов. Но на слив в унитазе воздействие силы Кориолиса настолько мало, что им можно пренебречь. В основном направление движения воды определяет конструкция слива и водопровода и давление жидкости. Это доказал еще в 1962 году Ашер Шапира, эксперт по механике жидкостей в Массачусетском технологическом институте. Кстати, можете посмотреть эксперимент, который провели физик Дерек Мюллер и инженер Дестин Сандлин. Они, находясь в противоположных полушариях, одновременно сливали подкрашенную воду и никаких различий в потоке не обнаружили. 38. Уолт Дисней не создавал Микки Мауса. Это сделал его близкий друг и соратник Аб Айверкс, хотя ему отказали в признании за создание этого важного фрагмента в истории культуры. Айверкс придумал легендарного персонажа в 1928 году, после того, как Дисней потерял права на своего первого популярного героя, удачливого кролика Освальда. Когда Дисней взялся придумывать все больше и больше псевдофактов, чтобы по-своему представить историю создания Микки Мауса, вплоть до утверждения, что он был его непосредственным создателем, Айверкс ушел из Walt Disney Studios, озлобленный непорядочным поведением своего друга. В 1940 году, через 10 лет после ухода, Аб вернулся. Он и Дисней возродили свою дружбу и работали вместе до самой смерти Уолта в 1966. 39. Радиоспектакль Орсона Уэллса «Война миров» в 1938 году не вызвал в США массовой истерии. Возможно, вы слышали, что миллионы американцев были обмануты и напуганы, думая, что инопланетяне действительно вторглись на Землю. На самом деле предполагаемая паника была настолько крошечной, что ее практически невозможно было заметить в ночь трансляции. Газеты массово освещали эту историю, надеясь нанести удар по радио, популярность которого лишала их прибыли. Но очень немногие люди тогда настроились на трансляцию и еще меньше искренне верили в то, что слышали. Вскоре многочисленные слухи о панических реакциях общественности, включая репортажи из больниц, лечивших особо впечатлительных слушателей от шока, были исследованы и опровергнуты. 40. Йеллоустону еще не время извергаться. За весь период существования у него было 3 крупных взрыва: 2,8, 1,3 и 0,631 миллиона лет назад. И если вы усредните эти числа, станет понятно, что извержение происходит каждые 725 тысяч лет. Это значит в запасе еще около 100 тысяч лет. Но это число основано на столь небольшом количестве данных, что оно практически бессмысленно. К тому же вулканы так не работают. Вулканы не функционируют подобно линии разлома. Накопление жидкой магмы и давление, необходимое для извержения,
не нарастают по графику и не достигают пика по расписанию. 41. Томас Эдисон не был единственным изобретателем лампочки. Ему приписывают данное открытие отчасти потому, что он собрал первую группу исследователей и разработчиков в Менло-парке, штат Нью-Джерси. Общественное мнение сыграло на руку Эдисону, его в то время считали гением-одиночкой и волшебником. Это способствовало убеждению, что он придумал лампочку. Сам Эдисон тоже внес вклад в создание своего легендарного имиджа, ибо получение патента давало ему возможность контролировать долю рынка. Так, например, электротехник Александр Ладыгин создал рабочую лампу еще в 1874 году. И хотя у электрической лампочки нет одного единственного изобретателя, история лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время, однако заслуги Ладыгина в создании ламп накаливания особенно велики. 42. Акулы могут заболеть раком. Миф о невозможности этого создан людьми, пытающимися продать акульи хрящи в качестве лекарства от рака, хотя было доказано, что средство неэффективно. Один из исследователей акул сказал: акулы болеют раком. Но даже если бы не болели, употребление продуктов из них не вылечит рак. Маркетинг акульего хряща как средство лечения рака не только вводит пациентов в заблуждение, но и приводит к бессмысленному истреблению акул. 43. У нас 5 чувств. Принято считать, что у людей есть только 5 чувств: вкус, запах, осязание, зрение и слух. Но, как вы уже догадались, это не так. В действительности у нас есть целых 12 чувств. К ним относятся, например, чувство температуры, чувство времени, чувство равновесия, чувство жажды и так далее. Миф о наличии 5 чувств возник еще в Древней Греции. Итак, о наличии 5 чувств утверждал философ Аристотель, а было это 2300 лет назад. В наши дни этот миф распространяется сторонниками признания психических способностей шестым чувством. 44. Пальцы на руках морщатся от воды. Большинство людей верят, что именно вода заставляет кончики пальцев морщиться. Ведь так происходит после принятия душа или ванной. Считается, что морщины образуются из-за избытка воды, впитавшейся в кожу, и после высыхания кожа снова становится гладкой. Но правда в том, что наша кожа в буквальном смысле водонепроницаемая, так что вода не имеет никакого отношения к образованию морщин. Когда человек погружается в воду, на это реагирует его мозг. Он увеличивает частоту сердечных сокращений и выделения пота, что приводит к сужению кровеносных сосудов в кончиках пальцев. И готово. Ваши пальцы сморщиваются. Ученые полагают, что это происходит, чтобы мы могли ухватиться за что-то мокрыми руками. 45. Никто не хотел спонсировать путешествие Христофора Колумба из-за того, что все считали мир плоским. В 1492 году люди знали, что Земля круглая, и у нас уже была очень точная оценка ее размеров. На самом деле существуют некоторые свидетельства того, что нежелание финансировать путешествие Колумба было связано с популярным мнением, что добраться до Индии, двигаясь на запад, невозможно, потому что, учитывая размеры Земли, на пути наверняка оказалась бы суша. 46. Клеопатра была какой-то неземной красавицей, которая очаровывала каждого встречного. Древних историков гораздо больше возмущал ее интеллект и способность с легкостью манипулировать людьми. И репутация красавицы начала появляться лишь столетия спустя. Предки Клеопатры предпочитали браки с родственниками, 16 ролей ее прапрадедов исполняли всего 6 человек, и члены династии Птолемеев имели репутацию людей со странной внешностью. Клеопатра выглядела немного лучше среднего по сравнению с другими членами семьи, но, согласно таким историкам, как Плутарх, общее мнение заключалось в том, что ее красота сама по себе не была несравненной и не такой, чтобы поразить тех, кто ее видел. 47.
Корсеты причиняли женщинам дискомфорт, смещали органы и вызывали обмороки. Женщины носили корсеты сотни лет, они были предшественниками бюстгальтера. Они использовались для поддержки, у них не было жестких вставок, и на самом деле они были довольно гибкими. Их носили все женщины, знатные дамы, работницы, пожилые женщины, юные девушки. На самом деле корсеты могут быть довольно удобными. Мифы, которые знает большинство людей, исходят от главных светских модниц. Корсет и тугая шнуровка – разные вещи. У большинства женщин не было 18-дюймовой талии. Как и сегодня, женщины, которых использовали в рекламе, были худые и недостижимые. 48. Человечество с радостью отказалось от охоты и собирательства, чтобы заняться оседлым сельским хозяйством. Исторические данные свидетельствуют о том, что ранним государствам приходилось постоянно арестовывать крестьян, которые решили, что сельское хозяйство – это плохо, и бежали, чтобы стать полукочевыми или кочевыми скотоводами и охотниками. Таким образом, в начале войны основное внимание уделялось захвату рабов, которых обычно переселяли ближе к государственным центрам и культурно интегрировали. Сельское хозяйство было навязано большинству человечества, а не воспринято им как лучший вариант. Многочисленные данные также свидетельствуют о том, что сельское хозяйство было гораздо менее энергоэффективным и приводило к плохому питанию. Кочевые варвары часто были крупнее и здоровее древних земледельцев. Некоторые антропологи даже считают, что оседлое земледелие было последним средством выживания, к которому ранние люди прибегли во время климатологического катаклизма, и не рассматривалось ими как некий технологический прогресс. 49. Римляне недолго занимали Британию. Это ложный факт. Они оккупировали ее дольше, чем США является страной. 50. После падения Римской империи в 476 году нашей эры сразу наступили темные века. На самом деле крестьянин, переживший 476 год, скорее всего не заметил, что переживает конец одной эпохи и начало другой. Зачатки феодализма зародились еще во времена правления Диоклетиана. Варвары и варварские римские войска были реалиями многих поколений. Царь-варвар, свергнувший Ромула Августа, по-прежнему считал себя полноправным представителем империи и так далее. В некотором смысле падение Рима было внезапным и травматичным. В конце концов, население Римской империи упало ниже плинтуса в 400-х годах, но на самом деле это был скорее постепенный, многовековой переход, чем резкое падение. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 51. Практически все, что связано с Александрийской библиотекой. Нет, Александрийская библиотека не была единственным хранилищем знаний в древнем мире. Было и много других замечательных библиотек, например, в Пергаме, а также много-много других коллекций. Нет, мы не потеряли бесчисленное количество важных работ, которые можно было найти только там.
Библиотека работала над копированием этих работ, и любые важные произведения можно было легко найти в других библиотеках по всему миру. Нет, мы не жили бы в утопии, если бы она не сгорела, потому что якобы была центром знаний. Библиотека находилась в серьезном упадке почти столетия, прежде чем сгорела. Когда Птолемей VIII запретил всем иностранным ученым посещать Александрию, они перебрались в другие библиотеки, а по мере того, как правление Птолемеев становилось все менее стабильным, а должность главного библиотекаря становилась политической, престиж библиотеки падал. Нет, Юлий Цезарь не сжег ее нарочно. Пока он был в осаде в Александрии, его войска подожгли несколько кораблей в доках, и огонь случайно распространился на нее. Однако неизвестно, какая часть библиотеки действительно была разрушена, поскольку мы знаем, что Александрийский Мусейон уцелел, и многое было восстановлено позже. Марк Антоний предположительно подарил библиотеке около 200 тысяч свитков, а Клавдий построил дополнительное здание во время своего правления. Нет, библиотеку не сожгли христианские крестоносцы потому, что ненавидели знания. Во-первых, они даже не нападали на Александрию во время крупных крестовых походов, они напали во время малого гораздо позже. Кроме того, они опоздали бы почти на 1000 лет, поскольку последние зарегистрированные свидетельства существования библиотеки датируются серединой III века, и любые остатки были лишь жалким подобием библиотеки в годы ее величия, поскольку римские и греческие знания давно переместили в другие места. В любом случае то, что осталось, было разрушено либо во время нападения на город Аврелиана в 272 году нашей эры, либо во время нападения Диоклетиана в 297 году нашей эры. 52. Гитлер не стал чудовищем из-за того, что его выгнали из художественной школы. Он был задротом, который шлялся по Вене и забивал голову всяким философским бредом, и был уже на пути к тому, чтобы стать чудовищем, когда кто-то предложил ему заняться искусством и архитектурой в какой-то школе. Он подал заявку на поступление, над которой совсем не постарался, и после того, как ему отказали, начал продавать маленькие картины, чтобы свести концы с концами, продолжая читать все эти свои сумасшедшие книги. Он выдумал историю об исключении из художественной школы и описал ее в своей ныне запрещенной книге. 53. Человеческое тело производит достаточно слюны за одну жизнь, чтобы заполнить подводную лодку. По факту, кстати, ученые посвятили этой теме целое исследование в 2009 году и выяснили, что за сутки среднестатистический человек без патологий вырабатывает 1 литр слюны. Если взять среднюю продолжительность жизни в 30 тысяч дней, получится порядка 30 тысяч литров. А согласно данным сервиса Quora, объем подводной лодки может достигать 500 тысяч кубических футов, чуть больше 14 миллионов литров. Так что за жизнь ты не смог бы заполнить полноценную подлодку даже на 1%. А вот с мини-субмариной типа Ocean Pearl вполне бы справился. Ну это так на случай, если ты под конец жизни решишь отправиться в самое странное подводное путешествие. 54. У динозавров были большие уши, но об этом все забыли, потому что в ушах динозавров нет костей. В черепе динозавров были маленькие косточки, передававшие звук от барабанной перепонки к участкам мозга, отвечающим за слух. Но ушей в общем понимании у динозавров не было. Уши динозавра представляли собой маленькие отверстия по бокам головы. Также выглядят уши современных ящериц. 55. Каждая подмышка уникальна, у нее есть индивидуальный отпечаток, как и у пальцев. Если в подмышках и есть что-то уникальное, так это запах, он действительно у каждого человека свой, индивидуальный. А вот отпечатки нет. 56. Если добавить десятичную дробь к полученному проценту, люди поверят на 72,8% с большей вероятностью. Люди вряд ли поверят тебе, даже если ты скажешь, будто это правда на все 146%. 57.
В декомпрессионной камере для дайвинга волосы и ногти перестают расти, когда ты опустишься на глубину ниже 40 метров. Единственная ситуация, когда у тебя перестанут расти волосы и ногти, это если тело начнет терять влагу и в буквальном смысле высыхать. Соответственно, объем мягких тканей, мышц, жира, внутренних органов уменьшится, а все твердое – кости, ногти и волосы – останется при своих размерах. Эта ситуация называется смертью, но точно не погружением на дно. 58. Тетрис был вдохновлен нехваткой ковров в Советском Союзе. Люди могли получить только обрезки ковровых покрытий, вырезанные там, где на них стояли шкафы. Из-за этого людям пришлось придумывать, как покрыть пол этими обрезками. Тогда одному рабочему пришла в голову идея сделать из этого игру. Вдохновением для украшений послужила обычная форма обрывков ковра. Идею Тетриса Алексею Пожитнову, создателю головоломки, подсказала игра в пентамина с пятиклеточными полимена, то есть плоскими фигурами, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой сторонами. И никаких ковров. 59. Если твоя рука больше, чем лицо, у тебя рак. Рак никак не влияет на размер рук и лица. 60. Технический кокосовый орех – млекопитающее, потому что он выращивает волосы и производит молоко. А еще из молока кокосов делают масло и творожную стружку, которой посыпают скользкий Млечный Путь. Живут кокосы на островах Африки, Океании и Индии, где питаются выброшенной на берег рыбой. Заходить далеко в морскую воду не рискуют из-за многочисленных хищников-орехофилов. Впрочем, некоторые кокосы, оторвавшись от матери пальмы, становятся пиратами-кокоморами и могут сами за себя постоять. Подробно об этом рассказывается в научно-анимационном проекте «Моана». С помощью плавающих по волнам кокомор кокосам удалось колонизировать огромные территории в тропиках. Как всякому животному, кокосовому организму требуется соль. За год один кокос съедает 1,34 килограмма соли, что помогает ему ежегодно отращивать 450 орехов. Без соли кокос быстро гибнет, поэтому он селится как можно ближе к морской воде. Все это, по данным абсурдопедии, энциклопедии, максимально оторванной от реальности. 61. Каждые 100 лет шея жирафа увеличивается на 1 сантиметр. Странно, что до сих пор не зафиксировано ни одного жирафа, чья шея обвивает земной шар. 62. Если полностью развернуть Волторну, она протянется до Луны. Хотя фактически это не так, можно рассчитать вероятность, когда такое утверждение будет правдивым. Берем Волторну весом 2,6 кг, плотность латуни 8,6 грамма на кубический сантиметр, что дает объем 300 кубических сантиметров. Расстояние до Луны составляет 400 тысяч километров. Если расплавить Волторну в нить диаметром 1 микрометр, она действительно протянется от Земли до Луны. Вот только кто возьмется за такую плавку, представить сложно. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет около 50-75 микрометров. 63. 10% льда в Антарктиде состоит из мочи пингвинов. Во-первых, нет таких ученых, которые могли бы разделить лед Антарктиды на мочу пингвинов и все остальное. Во-вторых, приблизительно оценивая популяцию пингвинов, можно насобирать максимум 3% замерзшей мочи от общего объема льда. Но и это соотношение далеко не факт. 64. Золотые рыбки названы не из-за их цвета, а потому, что в Азии они часто встречаются в ручьях, в которых можно найти золото. Первая культивированная из обыкновенного серебряного карася аквариумная рыбка краснозолотистого цвета с металлическим отливом. Представитель семейства карповых, которую и назвали золотой рыбкой. 65. Термин «газлайтинг» первоначально придумала бывшая школьная учительница, страдавшая редкой формой раннего слабоумия.
Она считала, что ее муж включает газовую плиту, а затем спрашивает ее, почему она все время забывает выключить ее, чтобы подшутить над ней. Это правда только наполовину, а то и меньше. Понятие «газлайтинг» отсылает нас к пьесе «Газовый свет» Патрика Гамильтона, где и смоделирована устойчивая психологическая манипуляция. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. 66. Щелчок пальцами вызывает артрит. Хотя обширных исследований по этой теме не проводилось, некоторые исследования не нашли в этом ничего плохого для суставов. Единственный момент, когда нужно беспокоиться, это если после щелчка у тебя опух и сильно заболел сустав. 67. Страусы убивают 1000 человек в год. На самом деле страусы лишают жизни примерно 5 человек в год, если верить официальной статистике. 68. Джон Леннон однажды сказал: «Ринго не лучший барабанщик в мире». Он даже не лучший барабанщик Битлз. В действительности Джон Леннон этого не говорил. Это слова какого-то комика. Это была шутка, а не прямая цитата. 69. Если бы Земля находилась на 3 метра ближе к Солнцу, она была бы непригодной для жизни. Да, условная зона для возникновения жизни крайне мала, но точно не настолько. Просто задумайтесь, наша планета вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, а это значит, что расстояние между Землей и Солнцем постоянно меняется в зависимости от точки расположения на орбите. Кстати, по этой же причине мы наблюдаем смену времен года в определенных климатических поясах нашей планеты. Леса покрываются снегом, а по весне распускаются бутоны полевых цветов. Мы живем дольше нескольких месяцев, и цикл жизни течет по установленному порядку, а это значит, что пора отказываться от некоторых из своих заблуждений. 70. Сахар – причина детской гиперактивности. Это очередной миф, и он был опровергнут. Был проведен эксперимент, во время которого ученые давали детям сладости, не содержащие сахар, но говорили их родителям, что это обычные десерты. И родители отмечали, что их ребенок вел себя более активно из-за сладкого угощения. Но это было всего лишь субъективное мнение. На самом деле дети просто были очень рады вкусным десертам и проявляли соответствующие эмоции. В наших головах полно ошибочных связей, но запомните, что корреляция, статистическая связь, не всегда означает причинность явлений. 71. Вакцины вызывают аутизм. Исследования, породившие такие подозрения, были опровергнуты уже много раз и признаны фальсифицированными самыми авторитетными учеными. Автор гипотезы, Эндрю Вейкфилд, даже лишился своей британской медицинской лицензии из-за того, что манипулировал доказательствами и нарушал этический кодекс. Просто поверьте, вакцины не вызывают аутизм. Сам факт того, что некоторые родители предпочтут, чтобы их ребенок умер от заболеваний, против которых ставят прививки, чем решаться рисковать вырастить аутиста, несколько смущает. К тому же аутизм – это совсем не обязательно что-то плохое. Наш мир стал намного лучше именно благодаря людям с такой особенностью, потому что многие из них обладали и обладают удивительными талантами, послужившими мировому сообществу к великому благу. Аутисты, изобретатели, врачи, ученые, они меняют наш мир в не меньшей степени, чем среднестатистические люди. 72. Посадка на Луну была смонтирована и подделана. Первое. Если бы это на самом деле было так, разве советские власти не поспешили бы с величайшим удовольствием продемонстрировать доказательства фальсификации? Второе. Технологии фальсификации подобного уровня в 1960-х годах просто не могло существовать. Третье. Астронавты оставили на Луне зеркала для того, чтобы с помощью лазеров измерять точное расстояние между Землей и ее спутником. Эти зеркала все еще там, и если у вас под рукой есть достаточно мощный лазер,
Вы также сможете проверить это и даже провести самостоятельные расчеты. Кстати, этот вычислительный эксперимент назвали Lunar Laser Raining Expert. 73. Из-за микроволновок развивается рак. Это неправда, и объяснение очень простое. Микроволновые печи никоим образом не ионизируют разогреваемую в них пищу и не меняют структуру ДНК. Еда в них разогревается благодаря высокочастотному излучению ультрафиолетовых лучей, и гамма-излучение в итоге способствует выделению достаточной энергии, чтобы высвободить электроны из оболочки молекул. Лучше беспокойтесь из-за солнечных лучей, а не из-за электрических печей. Кстати, мобильные телефоны также относятся к категории демонизируемых устройств, и по той же причине не представляют собой никакую реальную опасность. Они не излучают никакую опасную радиацию. 74. Группа крови определяет характер. У этого мифа нет никаких оснований, но в Азии все еще очень распространена уверенность в том, что мы полностью зависим от группы крови. 75. Ты либо интроверт, либо экстраверт. Всем нравится причислять себя к какому-либо типу психики, оправдывать недостатки характера складом ума, проходить бесчисленные психологические тесты, чтобы лишний раз почитать о себе любимом. Но оказывается, что не существует четких психотипов и разделений. В каждом из нас в разной степени присутствуют качества и интроверта, и экстраверта. 76. Лжецы боятся смотреть в глаза своим собеседникам. Очередная ложь. Более того, среднестатистическому человеку невозможно определить лжеца с первого взгляда. У профессионалов на такие навыки уходят годы тренировок. Даже детекторы лжи и полиграфы больше не считаются достоверным средством для определения вранья. 77. Спать с включенным вентилятором смертельно опасно. В Азии многие люди до сих пор верят, что вентилятор нельзя оставлять на ночь в рабочем состоянии. Некоторые объясняют это тем, что пропеллер этого простого устройства каким-то образом может выдуть из комнаты весь воздух, и спящий человек задохнется во сне. И смех, и грех. 78. Собаки видят мир только в черно-белом спектре, а вот и нет. Они видят много разных цветов. Не так много, как люди, но все же намного больше, чем вы могли бы подумать. 79. Ненасыщенная кислородом, венозная кровь, голубая кровь никогда не бывает синей. Она всегда красного оттенка. Единственная причина, по которой вены выглядят синими или голубыми, состоит в том, что этот тип сосудов находится ближе всего к поверхности кожи, и на такую глубину могут проникать только длины синих световых волн. Что касается артерий, их обычно не видно потому, что они расположены слишком глубоко под кожей. В учебниках вены обычно рисуют не красного, а синего цвета, просто чтобы наглядно изобразить их на фоне артериальных сосудов. 80. Монета, брошенная с небоскреба, убьет человека. Монета слишком маленькая, чтобы стать орудием убийства. К тому же она плоская и мало весит, поэтому воздух для нее – сильное препятствие. Он замедляет скорость падения монеты до 11 метров в секунду. Все эти факторы в комплексе доказывают, что упавшая на голову мелочь – это не кирпич, все обойдется благополучно, только если шишка поболит чуть-чуть. Бояться надо шариковых ручек. При падении с большой высоты они превращаются в стрелы, могут пробить дерево, не то что череп. 81. Через непокрытую голову теряется 50% тепла. Эту истину вам внушила бабушка, которая натягивала на вас шапку. Но в холодный день можно переохладиться даже через руки, если вы забыли перчатки. Все зависит от того, какой процент тела открыт. Голова и шея – это 10-я часть площади кожных покровов. Поэтому прогулки без шапки могут привести к головной боли, но вряд ли превратят вас в ледышку.
Миф возник в 50-е годы, когда в ходе военного эксперимента исследователи помещали испытуемых в спасательные арктические костюмы и замеряли потерю тепла. Поскольку голова была единственной неприкрытой частью тела, ученые сделали ошибочное заключение. 82. Эверест – самая высокая гора. Относительно уровня моря, да, высота Эвереста 8850 метров. Но от подножья к вершине – нет. На острове Гавайи есть недействующий вулкан Мауна-Кеа 4205 метров над уровнем моря. Большая часть горы находится под водой. Таким образом, высота от подножья до вершины составляет 10203 метра. Другая гора, Чимбораса, Эквадор, считается самой удаленной от центра Земли точкой поверхности. И если измерять ее от центра планеты, Чимбораса окажется выше Эвереста на 2 километра, но на картах, при стандартных процедурах, ее высота всего 6384 метра. 83. СОС – это сокращение. Многие думают, что СОС – это аббревиатура от Save Our Ship – «Спасите наш корабль» или от Save Our Souls – «Спасите наши души». Существует и русская интерпретация «Спасите от смерти». Но все эти мнения ошибочны. Буквы никак не расшифровываются и не являются сокращением. Сигнал бедствия на азбуке Морзе представляет собой последовательность 3 точки, 3-3 точки. Он передается без пауз, как одна буква. Его выбрали ради удобства и скорости передачи. 84. Бананы растут на пальмах. Между этими растениями нет ничего общего. Бананы-ягоды, с ботанической точки зрения, растут на самом большом в мире многолетнем травянистом растении. Его высота может достигать 7,5 метров, а длина листьев – 2,7 метра. На пальмах зреют совсем другие плоды. Из всем известных – кокосы и финики. 85. Депрессия вызвана химическим дисбалансом. Многие рассказывают, что депрессия вызвана химическим дисбалансом серотонина, однако это неправда. Депрессия – это более сложное явление. Она вызвана нарушением регуляции настроения мозгом, генетической предрасположенностью, стрессовыми жизненными событиями, аномалиями в работе нервной системы и так далее. Дисбаланс серотонина не имеет к этому никакого отношения. 86. Облака легкие. Несмотря на свой мягкий и пушистый вид, облака могут быть довольно тяжелыми, в конце концов, они состоят из воды. Среднее кучевое облако весит почти 500 тонн, а большие грозовые облака могут весить более 2000 тонн. 87. Фотографическая память возможна. Нет никаких научных доказательств фотографической памяти. Большинство свидетельств, которые привели к этой идее, были просто результатом использования мнемонических приемов или сомнительных испытуемых. Единственный успешный эксперимент, доказавший эту идею, был проведен в 1970 году, и его участником был муж испытуемый. Более того, впоследствии он отказался повторять эксперимент. 88. Акулы умирают, если перестают плавать, хотя это верно для некоторых акул, подавляющее большинство из них все же способны прокачивать кислород через жабры без движения. Однако у всех них нет плавательных пузырей, поэтому, если они перестанут плавать, то утонут. К счастью, их тела устойчивы к резким перепадам давления, поэтому, хотя кажется, что они умирают, на самом деле они просто делают небольшой перерыв. 89. Морковь улучшает зрение. Это старый миф времен Великой Отечественной войны. Морковь не улучшает зрение, но помогает тем, у кого дефицит витамина А, который в некоторых случаях может улучшить ночное зрение. Но для большинства людей морковь не может улучшить зрение, если изначально нет дефицита витамина А. 90. Триптофан в индейке вызывает сонливость. В индейке триптофана просто недостаточно, чтобы ваш организм мог преобразовать его в мелатонин.
Скорее всего, вас клонит в сон из-за избытка углеводов. На самом деле в сыре чеддер, к примеру, содержится больше триптофана, чем в индейке. На этом я бы хотел закончить это видео с 90 ложными фактами, в которые до сих пор верят. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Нельзя есть мороженое при простуде. Многие с детства слышали это от своих родителей, когда простужались. Старшее поколение считало, что этот десерт будет только раздражать больное горло и усиливать симптомы заболевания. А особенно тревожные люди даже верили в то, что употребление любых молочных продуктов неизбежно ухудшает состояние. Якобы от этого в органах дыхания выделяется больше слизи, дышать носом становится труднее, а глотать – больнее. На самом деле это не так. По данным швейцарских исследователей, мороженое и любые другие молочные продукты не провоцируют излишнее выделение слизи. Напротив, если есть слегка подтаявшее лакомство, маленькими кусочками и в небольших количествах, даже можно успокоить раздраженное горло. Холодный десерт будет действовать как легкий анестетик. Кроме того, заболевшему человеку требуется много энергии на борьбу с вирусами, а мороженое – калорийный продукт. Вот такими у нас получились 90 ложных фактов, в которые до сих пор верят. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.